Перед просмотром данного видео рекомендуется посмотреть предыдущий для понимания контекста этого ролика. Также некоторые моменты будут непонятны, если вы посмотрите это видео первым. Заранее благодарю за понимание. Что ж, оно собрало неплохое внимание. Даже адекваты подтянулись с двух сторон. И некоторые люди со мной согласились. Что сказать? Зашибенно? Так вот, я уже упоминал одну серию комиксов, и еще вставлял ее в пару моментов. А в концовке, где я ее упомянул, так вообще идеальным кандидатом на рассмотрение назвал. А по какой причине, смотрите в том видео. А вот сейчас вы смотрите полноценное видео, связанные полностью про эту серию комиксов, с именем Sonic Execution. Так вот, мне оно не нравится слово совсем. Но это не причина поливать грязью кого угодно. Фанатов или авторов, неважно. Вместо тыкания пальца в них, я буду тыкать в комикс и раскидываться шутками. Так что готовьтесь к несерьезности и хохмам. Понимаю, не всем подобное понравится. Но, ребят, это дисклеймер я делал не без причины. Тут будет очень много субъективщины и специфичного юмора вдобавок. Так что если чуете неладное, прошу вас на выход. Целее будете. А вот кто остался, приятного просмотра. Ладно, погнали уже. Перед тем, как мы начнем нашу экзекуцию, надо заглянуть, что это такое. Потому что оно мертво. И зачем я про это пошутил? Там много чего в планах было. Свои персонажи, экзешки, даже аушки. Но вот, из-за множества вещей, оно закрылось. Но критику никто не отменял, так что я продолжаю. Я особой инфы про авторов не нашел, не знаю, кто тут главный, и без понятия, кто ответственен за сюжет. Поэтому скажу, что знаю. Вот сразу. Художник хороший. К рисовке вопросов вообще нет, а вот тут вылезает одна из основных проблем. Когда дело доходит до экзешек, оно слишком сильно пытается в пафос. А чё я удивляюсь? Нашим красноглазикам свойственно аура фармить и... Ну вот тут прям... А про кровище с кишками, ну... И я отказываюсь говорить. Ладно. Может, я просто мудак и ничего не понимаю в этом комиксе. И придираюсь к нему со словами: этот комикс ОМТ от мира экзекомиксов, пытающийся чересчур в пафос и мерзость. И плевать, что некоторым людям это противно и нифига не страшно. Ну, вкусовщина вкусовщиной. Кому зайдет, тому зайдет. Это пока еще вишенка на торте. А вот про сам торт. Ребят, здесь серьезная часть пока что заканчивается. И я приступаю бомбить комиксы жомбами. А если цитировать мемы... Сейчас мы будем заниматься юмором. Знаете, почему экзешки выбирают именно Соника? Может, они его фанаты? Может, его тем вдохновились? Нет, глупенькие вы. Только Соник может держать их всю ауру и крутость. И позволяет им творить страшные вещи. А так как он у нас герой всей франшизы, значит сюжетная броня обеспечена. Вообще круто. С мощью можно вообще не париться. Все по заветам того старого видео. Пусть они планетами швыряются, стирают флотилии, состоящие из... мулялитов крови. А, как же я забыл про очень крутую, самую божественную способность, которую каждый экзешник без исключения должен иметь и отправлять любого мудака через вселенные пощечины. Кто писал этот сценарий, блин? Окей, может я опять душню. То, что вы даете им способности, которые в каноне они вообще не показывали. Ой, извините, это ваши версии и делайте, что с ними хотите. А, еще сорян за то, что некоторые панели что-то уж очень похоже на мемы для меня. Я бы еще придался к тому, что вы тупо отсасываете экзешникам. Но я же не наивный слепой хейтер. Я вижу, как они проигрывают и получают звездюли. Даже есть спецотряд по этому делу, но комиксы с ними не релизнулись. Зато релизнулись те, где экзешки всех убивают, мучают и на... Пардон, у меня что-то мудак-шутник заиграл. Но вот если отбросить этого клоуна, его шутки и клоунаду, что у нас кроме перечисленного остается? Слив персонажей. Е-123 Омега. Последний робот серии Е и самый мощный из них. Кучу вооружений имеет, вообще бесстрашный. Ой, извините, а как наши должны быть страшными перед вот этим вот? Ну, никак не могут страшными быть. Он и внимание зрителей перетягивает, и у экзешников аутает. А конкуренты нам не нужны. Так что его на металлолом, чтобы эти вот поняли, что нашему нужно. Вместе с этим еще и пранкануть. А, еще доктор Эгман там. Злой гений, кучу оружия придумывает. По-своему страшный, жестокий, да. Настоящий злой доктор это...
Нет, другой. О, во! Это кто? Я очкарик. А, ясно. Ну, чубик из ФНФ ломает стену, и яйки напускает на омлет. Метал Соника за кадром сливают. А почему? Без меня уже догадываетесь. Там Соников сливают пару раз подряд, но только тут один со смаком. Ну, слив ради слива Соника X. Вроде как должен вызвать у меня грустняшку, но что-то на меня это хуево работает. Зато с этим кадром хорошие мемы получаются. Оу, вы дошли до сюда? Честно, я удивлен. Ладно, не буду отвлекать и возвращаемся к серьезной критике. Хотя нет, я соврал. Я тут просто нашел больше инфы касаемо авторов, и в это время я переписывал концовку. Из-за этого я решил изучить их твиттер по полной программе, и нашел много чего интересного, и я хочу с вами этим поделиться. Итак, в этом проекте потенциал был, даже планировался полноценный сюжет, что подтверждают эти панельки, а также вот этот комикс. Скорее всего, если бы Execution не отменили, возможно, у нас бы на руках был нормальный сюжет, где мобианцы и экзешники противостояли друг другу и на равных получали зидюлей. И может быть, это бы оправдало все эти сливы. Но вы уже знаете, как все обернулось. Так, стоп. Если поначалу не хотели сперва показать злодеев, потом героев... Ага. Я все понял. Можете со мной не согласиться, но вот все эти начальные комиксы для меня это просто показ злыдней. И это можно заметить даже невооруженным глазом. Их тут как-то уж чересчур сильно показывают пафосными и грозными. И в этом и проблема. Проблема, которая распространена в экзе-комьюнити. В первую очередь, у них идет экзешка. И как она грозно и страшно выглядит, когда аура фармит, говорит очень крутые пацанские цитаты по типу... Ярость Бога пойдет на ваши жопы! Ну а также, когда разрывает эти самые жопы и пихает их остатки в экран, в этом случае уже панель. Из-за того, что сперва идет фокус на экзешках и на то, какие они крутые, страдают обычные персонажи, которых ложат в печку, только чтобы экзешки выглядели пафосно и круто, и угрожающе. Правда, до одного момента, когда они появляются Чао и попускают этих типа богов как лохов. Знаю, звучит смешно, но в Иксе... Твиттере, там на эту тему такие дебаты происходят, что можно брать попкорн и наблюдать за этой суетой. Хотя стоп, в Твиттере всегда такое происходит. Кстати, раз уж я упомянул тему того, как персонажи могут бездушно сливать в унитаз, только чтобы какой-то конкретный перс мог выглядеть круто, то справедливости ради, надо бы это показать на определенном примере. Представьте следующую картину. В Execution вставляют какую-то оску, которая не точно артистью сделана Васи Пупкиным, и его тут впихнули только для одного. Кошмарить экзешников и опускать их как лохов, и при этом косплеить Сайтаму. И вот такой вопрос. А как наши должны быть? Когда автор персонажу по барабану на то, что они являются... Думаю, не стоит повторяться, и какую общую проблему эти два фанфика имеют. Но отличия от друг друга все равно есть. Пока один пытается нагнать пафоса, казаться страшным, угрожающим и грозным, а другой просто всех нагибает, надирает задницы. И при этом никак не выпендриваясь. Ему просто пофиг на это все. Но все равно, это никак не оправдывает сливы экзешников. Ну и очевидно, что у кого-то из-за этого бомбанет. Какого, мать его, черта? Итак, какой же итог? Был амбициозный проект, много чего планировалось, даже ответвления свои были, но потом куча проблем, реальных, интернет-проблем, ну и смерть. В Execution тоже немало проблем, кроме основных. Но маленький канал, ограниченные возможности, и нельзя делать видео выше 9 минут. Так что напоследок скажу следующее. Сливать персонажей ради фактора шока, и чтобы бабайка выглядела круто, не особо хорошая идея. Попробуйте угадать почему. И помните, недопонимание — это частая причина, почему появляются хейтеры, и почему происходят срачи между сникофанами и экзешниками. А, и еще забыл сказать. Я знаю, какое видео мое специфичное, и знаю то, что кто-то может сделать получше меня. Так что если у вас есть претензии к этому видео или вопросы, пишите в комментариях. Только не надо превращать комментарии в поле буя, окей? Я тут объяснить феномен хейта хочу, а не разводить его. И вообще, найдите уже общий язык. А я пошел клепать другой контент. До свидания.